Все случится неожиданно. Что же произойдет? Чем вас порадуют, либо шокируют, может быть, высшие силы, судьба, да, может быть, какие-то люди. Давайте посмотрим, как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Сегодня у нас такие необычные карты. Ребят, напишите, как вам такие карты. Да? Давненько их не брала, эту колоду. Ну, конечно же, вы посмотрите, какой вы любвеобильный. Ну, сразу же мне показано, что вы человек, ну, у которого, вот если эмоции, то это все, это капец просто, это через край, да. Вот вы не умеете любить наполовину, дружить наполовину. По вам это видно, по вашим глазам, по вашим поступкам. Ну, в общем, вы просто сияете, как новогодняя елка, если вас переполняют эмоции. Напишите, ребят, в комментариях, вот все напишите, есть у вас такой момент или нет? Вы очень эмоциональный человек или же вы такой поспокойней? Давайте сделаем опрос. Много среди вас активных таких эмоциональных людей? Или же в основном такие спокойные? Либо же вы эмоции держите в душе, внутри? Особенно вот показано, что эмоции через край, когда вам нравится какая-то женщина, когда вы влюбляетесь, но это все, это держите меня семеро, да? Я никого не слушаю, если даже говорят, что да нет, да в кого ты влюбился, да ты посмотри, да у нее и то не так, она и там не такая. Или вообще с кем ты связался, да? Но я сейчас утрирую немножко, ну то есть вы понимаете, если вы влюбляетесь, то это все, вас отговаривать бесполезно. Все, розовые очки, и никого не вижу, ничего не слышу. Это факт. Но как-то вам по жизни вот невезуха, постоянно попадаются женщины, которые очень продуманные, которые финансово ориентированы, которые любят все красивое, которые, ну, любят, чтобы их кружили, да? Ну, вы-то, конечно, влюбленный джигит, вы по жизни кружите, да, пока вы любите. Но как только вы перестаете любить, либо вы разочаровываетесь в человеке, вас как будто отрезает, да, вот такой парадокс. Вот такие вот внутренние качели могут быть, да, вас качнуло вас уже все, что я понял, что нет, с ней каши не сваришь, толку не будет, она меня не любит, не ценит, до свидос. Вот вы такой человек. Вы можете как залюбить, так же резко можете отрезать все то хорошее, что вы делали. Вы можете перестать вкладываться финансово, если это даже семья была. Вы можете резко перестать вообще как-то вкладываться в женщину, на что-то давать, либо же давать финансы по минимуму, да, а не так, как это вы делали раньше. У кого-то, может быть, даже было, что вы отстранялись, да, вот от человека. Вот если вы видели, что все, вас не любят, не ценят, вы долго церемониться не будете. Вы закрываться начинаете, если вы не видите отдачи. Вам важна отдача от человека. Причем это может казаться не только отношений. Вот даже в дружбе, да, вы не можете дружить, да, вот если вы видите, что вы другу, допустим, там и днем, и ночью можете помогать, да, вы все для него. А в ответ, взамен, да, если, допустим, вам помощь нужна, а вы отдачи от друга не видите, то это уже не друг, да? И вы, в принципе, достаточно быстро видите, какой человек на самом деле. Вот вы считываете то ли энергетику, то ли как-то вот интуитивно вы чувствуете, что если человек где-то фальшивит, где-то льстит, да, ну то есть человек неискренний, вы это считываете очень и очень быстро. Поэтому вы можете как растворяться в человеке, так и очень быстро отрезать, да. Вы достаточно приземленный человек и можете, знаете, как включать свои эмоции, так и становиться вот достаточно хладнокровным. Вы очень щедрая душа, но опять же вы щедры только с теми, кого любите. С остальными вы можете держать дистанцию, вы можете особо быстро не сходиться с людьми, это не про вас. Хотя когда-то вы больше, как-то быстрее сходились с людьми, везде, по работе, в дружбе, везде. Особо вы не будете дружить и впускать в свое личное пространство людей непроверенных, может быть, временем, может быть, непроверенных поступками.
Ну, такая некая закрытость может быть в последнее время. С чем это еще связано? Это связано с тем, что когда-то вот вас действительно предавали. Хоть вы, в общем-то, и человек не злопамятный, но вы очень быстро забываете, да, но все равно осадочек остается. Вы вроде бы прощаете, вы вроде отпускаете, но все равно какой-то вот осадок, и плюс в подсознание это все уходит, да, все эти события. И они вами руководят вот просто из подсознания. Потому что, ну, сами по себе вы не злопамятный, но дистанцию держите. У кого-то сейчас может быть период, когда вам не хочется особо коммуницировать ни с кем, хочется побыть больше в тишине, хочется просто, может быть, с близкими побыть, с семьей, да, потому что вы, может, даже устали, особенно если ваша работа связана с постоянной коммуникацией, да, если вы постоянно, может быть, вы где-то на шумном заводе, грубо говоря, работаете, да, ну, то есть, вот хочется уединения, либо же вот последнее время вы понимаете, что, ну, надоел тот образ жизни, который вы вели, да, опять же, это общий расклад. Если, допустим, вы раньше постоянно где-то там могли там мальчишники, девичники где-то зависать, плюс, может быть, шумная работа, да, то сейчас вам уже не хочется никаких кафешек, вам не хочется никаких мальчишников, вам хочется тишины, покоя, уюта. Но если бы еще была любимая женщина где-то там под бочком, да, то вы были бы вообще самый счастливый. А так вот, ну, какое-то уединение. Может быть, даже кто-то из вас сознательно взял такую паузу, просто хочется отдохнуть. Вы могли уехать куда-то, да, просто чтобы побыть сами с собой, где-то даже на природе, да. Может быть, вы просто взяли там или возьмете вот в ближайшее время палатку, поедете на пару дней просто к речке на природу, чтобы, ну, разгрузиться, перегрузиться, да, от вот этой жизненной такой мирской суеты. Напишите, у кого это проигрывается. Итак, давайте-ка посмотрим, что же у вас случится неожиданно. Что случится неожиданно? Переворачивайте под себя, кому что подходит, потому что общий расклад. Так, смотрите, у кого-то проиграется, что появится неожиданный шанс на смену работы. Вы можете сейчас вообще не планировать, да, менять работу. У вас, в общем-то, может быть, она что-то, ну, так, более-менее устраивает. Но здесь какой-то человек, который близок вам, друг, там, кум, брат, сват, неважно. Какой-то человек вам предложит новую работу. Причем эта работа будет достаточно перспективная, достаточно прибыльная. И я бы сказала, она как-то будет полегче, чем эта, которой вы занимаетесь. Это может быть график легче, там функции легче, да. Ну, то есть это будет очень заманчивое такое предложение, поэтому обратите внимание. Вы абсолютно не ожидаете этого, потому что у вас в планы, ну, не входит. Это сейчас касается тех, кто реально не хочет менять работу, да. Но вот будет шанс поменять кардинально. Уже менять или нет, вы выбираете сами. Ну, достаточно классное такое предложение. И здесь вы не прогадаете, если, там, допустим, захотите поменять свою работу. Далее, у кого-то будет из вас разочарование, причем такое неожиданное. Разочарование в любви, в женщине. Причем эта женщина может быть на расстоянии с вами. Это может быть история, когда вы уехали, допустим, на заработки. Может быть, вы находитесь там, где горячо сейчас, да, если вы там с армией, с формой связаны. Это такое разочарование, что, ну, оно может повергнуть вас в шок. Либо же вы догадывались, да, что женщина где-то там направо-налево ходит. Вы могли видеть ее холодность, вы могли чувствовать что-то, да. А здесь вот мне показано, что, ну, как будто вам то ли позвонит или напишет какой-то ваш там, может быть, общий знакомый, друг, приятель, может быть, родственники, да, которые знают вот и вашу женщину, вашу историю. Если вы семья, то действительно, ну, у вас полно общих знакомых, в конце концов, и родственники те же, да. Неважно, в каких вы отношениях, но человек вам скажет, что, ну, как бы она не совсем чиста, да, вот какие-то, может быть, факты расскажет, может быть, фотографии скинет. Но это будет такой шоковый шок. Это действительно будет для вас неожиданно, хотя, да, вы могли чувствовать какой-то период уже
какой-то холодочек, какое-то отстранение. Она могла вам не звонить, не писать под какими-то предлогами, да, что она постоянно то занята, то у нее нет связи, то телефон разрядился, то еще что-то. Но это такие тупые отмазки, ну, я не знаю, как на это можно вестись. Так, далее, что еще случится неожиданно? Кому-то из вас неожиданно придет идея. Опять же, это показано у нас, ну, связка такая с работой с финансами, возможно. Это идея вот перейти именно на свои хлеба, у кого-то может проиграться. Причем здесь точно так, но здесь немножко другая история. Здесь вам может быть кто-то из ваших близких, ну, друзей, приятелей, скажем так, да, предложит либо же вложиться в его дело, да, ну, типа компаньоном стать, либо у кого-то из вас мысль такая возникнет, что мне невыгодно вот работать так, как я сейчас работаю, пора создавать что-то свое. И наоборот, вы можете позвать компаньона. Здесь в любом случае идет новое начало, да. Единственное, что может быть немножко загвоздка, вот пока с оформлением документов, да, вот эти вот юридические моменты, ну, они будут, конечно, и финансово затратные для вас, пока вы будете это все ФОП, может быть, оформлять, да, свое личное дело. А так, в общем, достаточно успешное мероприятие, успешное дело будет, если вы захотите вот именно своим заняться. Причем эта мысль у вас пойдет, если это своя мысль возникнет, она опять же может достаточно неожиданно возникнуть, да, вы в принципе раньше могли не думать об этом, либо же могла мысль появляться, что а может быть своим заняться, но вы быстро откидывали эту мысль. А сейчас вот как-то она у вас настойчиво появится, да, что вот все, пора брать быка за рога, пора браться за свое, потому что, ну не годится. Либо же работа вас не устраивает, либо же маленькая зарплата. Ну и плюс, когда сам на себя работаешь, ну это совершенно другая история. Либо же, как я уже сказала, да, если к вам пожалует ваш там друг, брат, сват, это точно так станет для вас удивлением, да, потому что, ну, опять же, вы на это не рассчитывали, вы об этом не думали. Так, у кого-то из вас сейчас я еще уточню юридические моменты. Ну, здесь кто-то из вас неожиданно либо сам подаст на развод, либо ваша женщина. Здесь, скорее всего, с разводом связано, именно с официальным разводом. Причем это ситуация, когда вот именно вы терпели, да, вот кто жил, допустим, в токсичных отношениях, вы терпели, вы страдали, вы мучались, да, вот как-то все оттягивали, вот не решались это сделать. Потом в одночасье либо вы, вот да, закончилось терпение, не хочу терпеть, либо может у кого-то проиграться, что ваша женщина очень неожиданно придет и скажет, что все, мы разводимся. Тоже может проиграться, поэтому, ребят, у кого это резонирует, берите под себя, берите на заметочку, что у вас может впереди ждать развод, хотя вы сейчас можете о нем не думать. Так, что еще вас может удивить? Неожиданно, вернее. Из-за границы кто-то проявится. Человек, с которым была либо же пауза в общении, в отношениях, но это могут быть даже как родственники, так и какая-то прежняя любовь. Возможно, вы либо, ну, родственники, это понятно, да? Либо же человек давно с вами не общался, здесь могла быть конфликтная ситуация, здесь могло быть, что вот как будто вы, ну, в какой-то ситуации недопонимания даже были. Здесь может быть не сколько конфликт, а так, знаете, друг на друга обиделись, фыркнули, все, не общаемся. Этот человек проявится, даже, возможно, у вас встреча будет, возможно, приедет. У кого-то может проиграться, что неожиданно проявится ваша бывшая, ну, опять же, это либо жена, либо любовница, которые сейчас далеко, могут быть даже за границей. С чем человек придет. Здесь какая-то хитрость, обман. Здесь не ведите. Здесь, скорее всего, будет, что человек будет просить либо деньги на какую-то помощь. Может говорить, что она там заболела, приболела, там что-то у нее случилось. Но здесь будет чистой воды хитрость. Человек, который не рассчитывает с вами, допустим, вступать в отношения,
либо возобновлять их, но вот именно проявится с тем, чтобы как-то вас просто обвести вокруг пальца, выдать с вас денежки, да, вот надавить на вашу жалость, но не ведитесь, потому что это просто будет обман. Что еще неожиданно произойдет в вашей жизни? У кого-то из вас появится выбор в женщинах. Но опять же, здесь могут проиграться, что вот две женщины вам будут симпатичны, да, вот очень неожиданно. Потому что вы, как правило, по двум женщинам, ну, вы не выступаете, да, ну, такой вы человек серьезный. Это не обязательно, что вы должны спать с двумя сразу. Вам могут просто банально понравиться две женщины. У кого-то может проиграться, если вы еще в отношениях, то это ваша вот нынешняя женщина, которая уже пустое место для вас. С другой стороны, это новая женщина, поэтому у вас будет выбор. Причем вот одна из них, вот нам четко даже показывает, что одна из них точно обманщица. Ну, если, допустим, это у вас еще брак, то скорее в роли обманщицы выступит ваша теперешняя вот жена, да, и вы это понимаете. Если же вы холостяк, у вас будет два знакомства, одна из них точно обманщица. Давайте для холостяков, как определить, какая из них обманщица? Та, которая обманщица, смотрите, это для холостяков, да, вот если два знакомства. Та, которая обманщица, она будет активная, она будет, может быть, даже, ну не то чтобы прям завоевывать вас, но она будет пытаться как-то, ну, уж очень сильно и часто и много с вами взаимодействовать. Она может названивать, написывать. Ну, то есть любой мужчина это все чувствует и понимает. Уж слишком рьяно она бросится, ну, к вам навстречу, да. То есть она не будет ждать, пока вы ее завоюете. Она сама будет и в гости приглашать, допустим, и помощь просить. Ну, все что угодно, да, на что женская фантазия способна. Другая женщина будет поспокойней, может быть, поскромней, такая она няшечка, да. Но вот та, которая активная, вот здесь будьте осторожны, потому что дама не очень хорошая, да, дама такая сказочница. Ну, давайте напоследок еще посмотрим, что еще неожиданно произойдет в вашей жизни. Решится какая-то ситуация с поездкой. Это может быть даже неожиданная поездка, да, о которой вы не думали. Либо вас пригласят поехать в поездку, либо же вы могли, допустим, ну, опять, поскольку это общий расклад, либо вы могли уже давно хотеть поехать, но по разным причинам не получалось. Это может быть и поездка к родителям, к близким. Это может быть поездка, там, я не знаю, ну, за границу к кому-то, да, опять же, у всех это будет по-разному. А здесь вот так сложатся все ваши обстоятельства, ваши финансы, вот как будто все сами высшие силы поспособствуют, чтобы вот ваша поездка туда, куда вы хотите, она случится. Причем неожиданно. И решение придет, и возможности у вас появятся. Вот, ну, скорее тут будут на первом месте возможности. Да? Вот вы сядете, подумайте, что так, деньги у меня есть, допустим, отпуск я могу взять, там, либо выходные, либо еще что-то, отгулы. И рванете. Очень такая приятная поездка, радостная. Там будет много встреч, много каких-то таких эмоций, очень позитивных. Эта встреча, если вы, ну, поедете куда-то, допустим, к каким-то людям, да, которых вы, может быть, давно не видели, это будет поездка, ну, где вы будете, ну, просто, ну, я бы сказала, прыгать до потолка от радости, да, вот как в детстве. Очень много воспоминаний у вас, возможно, связано даже с этими людьми, да, вот куда вы, если хотите поехать. Если это касается у кого-то отдыха, да, поскольку это общий расклад, то точно так, вы на отдыхе получите много эмоций, много впечатлений. Здесь будут знакомства с новыми людьми. У кого-то может даже курортный роман проиграться. Поэтому, мои хорошие, берите для себя, кому что подходит. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!